Они понимают, что им страшно, они понимают, что у них есть я и вот члены их семьи, и они не понимают, почему так громко, и они все время просят убрать это. Мы, люди, можем понять, что это, что это такое. Они нет. Им страшно, потому что они видели, как в истерике бились шимпанзе и погибали, когда ракеты сносили крышу в их зоопарке бывшем, а я в этом зоопарке работала раньше вместе с ними. Вот. И нет, они не понимают, что происходит. Они хотят, чтобы это закончилось, но мы не можем объяснить им, что это... мы говорим бабах, бабах, нужно быстрее домой. Они бегут домой, мамы хватают своих малышей. У них у всех посттравматический синдром, как у нас, как у людей. У Мики бывают истерики. Если раньше толпа людей, посетителей, доставляли им какое-то удовольствие, это смена декораций или еще что-то. А сейчас их толпа людей очень пугает, потому что на территории, где они были, велись бои, и они видели много людей, им было очень страшно, вылетали стекла, это была зима, минус 18, они практически примерзали к решеткам, к металлическим, ничего не отапливалось. Люди не могли подъехать, дать им еду. Это был кошмар. Очень тяжело мы их забирали оттуда, очень тяжело. Микки ехал. Что? Ему что-то нужно, покажите что-то. Кино покажите. Кино покажите? Да. Кино покажите. Да. Он хочет кино. Очки. Ему интересно очки, кино, ему все интересно. To jest ten, który chodził po mieście? Это Чичи. Сейчас. Чич! Чичунечка, ты придешь? Мик, держи. Чич, приди, пожалуйста. Чичи. Привет. Это Чичи наша звезда, да. Proszę o niej opowiedzieć. Чичи у нас очень умная, очень сообразительная девочка. С самого детства. Она придумала, как выйти на улицу, демонтировала немножечко, нашла, оказалась умнее нас и проворнее. Нашла место слабое в вольере, воспользовалась моментом и вышла. Далеко? Вышла далеко, вышла на площадь, на нашу центральную площадь, где сухой фонтан. Вот. И устроила бенефис. Такая актриса, девочка Мельпомена. Да. Устроила бенефис, всем было весело, Чичи было весело тоже. Мне было не весело. Я очень переживала, все-таки в городе очень много вооруженных людей. Я боялась, чтобы она не попала в беду. Но, слава богу, все обошлось. Пошел дождик, и Чичи замерзла. Мы с ней друзья. Если вы видели, мы разговаривали с ней на площади. Я пришла к ней, мы с ней поговорили, что нужно вернуться домой. Вот, и она говорит, я еще немножко, конечно, здесь повыделываюсь. Говорю, Чич, давай только чуть-чуть и домой. Подъехал наш сотрудник, наш Чичин друг на велосипеде. Вот, и Чичи решила, что она на велосипеде вернется домой. Села на велосипед, и мы ее привезли сюда в зоопарк. Но здесь она тоже не сразу зашла в вольер, она здесь помыла полы, достала там ведра, тряпки, она у нас хозяйка большая, стекла мыла. Вот, а потом говорит, ладно, пойду. А Микки не пошел, Микки хороший мальчик. Микки хороший мальчик, он не пошел гулять вместе с Чичи, да, Микки?
Показал нам, Чичи ушла. Чичи в дырочку ушла, да, Чич? Чичи, да? Королева ты наша. A oni mają telewizor w środku? Да. Tak. I oglądają? Они смотрят, да, им интересно. Смотрят мультики, смотрят про животных. Микки любит смотреть телефон. Он умеет пользоваться телефоном. Он знает, что на часы тоже звонят. Он умеет пользоваться планшетом. Ему нравится играть в игры на планшете. Czyli ma telefon swój. Pani telefon. Да, pani телефон. Очень любит обниматься, очень любит целоваться, Микки. Очень любит ухаживать за волосами, за руками, делает маникюр, смотрит, в порядке ли мои зубы. Очень общительный, коммуникабельный, он очень интересный, грамотный мальчик. Но в то же время очень сильный, очень грозный, когда он... Да, что, вода? Иди, сделай мне прическу. Иди, сделай мне прическу. Сделай, пожалуйста, сделай. Посмотри, что у меня есть. Да, прическу. Сделай, чтобы Вика была красивая. Красивая. А Микки какой красивый и любимый, да? Да? Вот тут, видишь, Вавочка, он любит лечить Вавочки все. Да, он любит вот так вот руки смотреть, осматривать, да? Все любит смотреть. Смотри, какие у меня штучки есть. Lubi oglądać pani tatuaże. Да, он просто видит, кто на тату, он понимает. Да. A kto na tym tatuażu? Мой лучший друг. Его уже нет. Od jak dawna pan pracuje w zoo, panie Włodzimierzu? 4 года уже. 4 года. I jest pan zastępcą dyrektora? Да. Алло, Владимир, там на планете обезьян подключают электрический котел. Может, вы туда подошли, кого-то взяли с ребят? Ile jest zwierząt teraz? Около 200. Это мы, если не считаем, там, не пересчитывать всех птиц, очень много. 200 видов. В каждом виде, наверное, по 2, по 3 есть, поэтому очень много животных. Co jest teraz największym problemem? Ну, наибольшая проблема это финансирование, конечно. Хотелось бы, чтобы было. Это, наверное, наибольшая проблема. Ну и, конечно, вот не было перебоев со светом. Пойдемте, я вам покажу пингвинов наших. Далее. Алло. Угу. Я понял. Да, спасибо. Спасибо большое, спасибо огромное, спасибо, жду информацию. Это вот зона Дальний Восток, которую мы планировали в этом году на День города. Если все было бы в порядке, если бы не было войны, мы бы ее открывали. То, что вы видите на фото, абсолютно идентично с тем, что есть. Все один в один. Ну, если посмотреть, пингвины. Поэтому там уже готовы бассейны, залиты коммуникации. Мы даже ожидали белого мишку получить. Должны были, но война внесла свои коррективы. Должны были приехать пингвины, орангутаны, слон. Очень много животных. Мы с ЯАЗом работали напрямую. Ожидали этих животных, но, к сожалению. Пойдемте посмотрим. Я все время, всю войну был здесь, не выезжал. С 24-го я приехал на работу и был здесь, пока оно более-менее не стало спокойно, там, до 20-го где-то мая. Потом уже начал ездить домой потихоньку. Nie bał się pan? Ну, конечно, боялись. Сказать, что не боялись, нельзя. Поэтому, ну, как-то друг друга поддерживали морально. Я благодарен всем сотрудникам, которые были здесь во время войны, потому что они находились непосредственно в каждой вольере, жил со своими животными.
И несмотря на страх бомбежки и прочего, мы же на самом деле к этому не были готовы. Они находились здесь с питомцами, где-то успокаивали, где-то поддерживали. То есть, тем более визуально, когда животное видит, что ты здесь, они как-то более спокойны. Пойдемте дальше. Это орангутаны к нам приехали из Франции. Из зоопарка Le Boissier-Didor, это Флора, а это Жари. Что это за мальчик такой? Pani Wiktorio? Да. Ale czy one wychodzą На улицу? na Да. Tak. Сейчас нету света, и раздвижные двери не работают. И сейчас никто не может выйти на улицу. Мы стоим по периметру, мы наблюдаем, всегда смотрим. И если вдруг начинают стрелять, чтобы они оставались в безопасности, они сразу заходят вовнутрь, мы закрываем, да. Но летом, когда была хорошая погода, конечно, они должны гулять. Солнце – это для здоровья очень хорошо. И у нас есть маленькие шимпанзе, 2 мамы с маленькими грудничками. Им просто необходимо солнышко. Конечно, они гуляли. Страшно, опасно, но он из приличной семьи. Жари. Такое гнездо сделали, как на мусорке они. A wy думаете, что one szczęśliwe? В зоопарке нет счастливых животных. Я так не думаю. И ошибается тот, кто так думает. Они рождены, чтобы быть свободными. Да. Это 100%. Все. Естественно, нет. Он бы сейчас шел, он бы сейчас преодолевал десятки километров и был бы счастлив на Суматре. А Микки не сидел бы вот так вот, а был бы счастлив у себя дома в Африке со своей семьей. Да. Какой бы ни был зоопарк замечательный, какие бы ни были территории, они здесь несчастливы. Это все равно, что держать в клетке человека. Что это за красивая такая девочка? Флора. Мне всегда хочется перед ними извиниться каждый день. Правда? Так. Такое. Каждый день. Так. Просить прощения. И я ничего не делала им и не садила. И я пытаюсь, чтобы им было хорошо, но это чувство не покидает никогда. Правда? Правда. Нету такого чувства, даже когда смотришь на, я не знаю, на тигра, или там на козлят, на лошадей в зоопарке. А они, это вообще, да. Ой, сейчас придет красота. Сейчас буду смотреть. Видите, он сюда сразу пришел, да? Вот так вот, только ближе не нужно заходить. Это у нас. А это его сыночек маленький. Ten maleńki. Да. O Boże. Кулаков, да, плюю. Потому что это их территория, да. Zostałem opluty. Да, Tak, tak. нас тоже плюют. Вот уличные вольеры, видите? Когда начинаются взрывы, они тогда летят домой и показывают: закрывай, закрывай. Мы закрываем шибера, а вот здесь вот у нас 2 мамы с маленькими, с 1,5 годика, груднички совсем, малыши. Вот, мамы сразу детей хватают, те еще только вот все сразу забегают домой. Мальчики, мы к вам пришли посмотреть, как в тяжелых условиях мы варим для животных. Dobry. Для животных варим еду. Доброго дня. Ciao, Robert. Я понял, я вас помню, вы приходили. Tak. Сейчас будет компот. Bardzo fajne. Z jabłek. С яблок, да. Вот и здесь вот сейчас света нету, мы варим для них на костре. A tam co?
А там сейчас кипяток, и мы будем заливать, будет вариться потом кашка. Здесь кипяток с водичкой. Жари, жари. А еще компот, Флор. Компот возьмешь? Да, сейчас, я тебе аккуратно дам. Давай. Держи. Ай, молодец. Жари. Жари, иди, я тебе твой. У тебя твой компотик. Держи. Или мы будем с тобой так пить? Так будем пить? Ну, давай так. Ты не хочешь брать? Ты хочешь взять? Нет, это не нужно брать. Это не, нет, убрать? Компотик бери, пей. Не надо плеваться. Ну ты ж культурный мальчик. Культурный? Ты же с приличной семьи. Ты забыл? Ляля. Ей 4 годика. Но она уже родилась, конечно, в зоопарке. Маленький человек. Так. Микки, ты чего скучаешь? Ты чего скучаешь, Микки? Там яблочки для тебя. Приехали яблочки для тебя. Да. Серьезно? Вот ты такой? Ты серьезно такой? Ты серьезно такой бандит? Да? Ну ничего себе. Яблочки чуть попозже. Там, видишь, Лара их моет. Они же грязные. Не, Сколько будут? Мы Слушай, сейчас... мы их вывесим на улицу, вытрем и вывесим, пусть они там Чего? хорошо. Холодильник. Мы можем те говнячие желтые все вывести на улицу. Ну вот эти доллары только 2 ящика таких больше. Ну ладно, все, потом. Yes. Заходите. Ну, в общем, кухня у нас здесь такая. Здесь мы готовим еду для обезьян. Печка электрическая, холодильники, все электрическое, электричества нет, и у нас коллапс. Пани Виктория, Да. откуда А это маленькие обезьянки, они живут у меня здесь. Это наши зоопарковские старички. И я их забрала сюда. Они вот бегают по всей кухне, чтобы они не сидели в клеточках, чтобы они дожили достойно свою старость. А эта маленькая, она сломала позвоночник. Долго очень реабилитировалась. Думали, что она не выживет, но она срослась, выжила и живет тоже с нами. Сердце trochę boli. Конечно. А у меня каждый день, но я уже привыкла, и я просто каждый раз пытаюсь сделать их жизнь, ну, как можно не такой печальной. Они единственные, как мы, потому что нас же 5 антропоидов, у нас ближе их на Земле нет никого. Человек, шимпанзе, бонобо, орангутан и горилла, нас 5. Мы одна семья. Осадим их в клетке. Да. Ничего не учит человечество. Да. И постоянно на нас насылаются какие-то испытания. Наверное, потому что мы такие не слишком хорошие. Это вольер летидоары. Видите? С
сори. Алло. Алло. Да, я вижу, 3 минуty, у меня журналист, я выйду. 3 минуty, я выйду. No, jest pan zajęty naprawdę bardzo. Это, извините, но у меня телефон не замолкает ни на минуту. Очень много моментов, которые надо решать. Поэтому я за день где-то нахожу в среднем по зоопарку до 30 километров. Рыси, полярные волки. Полярные волки у нас в этом году первое потомство, несмотря на то, что война. Это рыси, видите? Ja, jak wszyscy Ukraińcy, wierzę w zwycięstwo. Я уверен, что так оно и будет. Я честно вам скажу, самые, наверное, уже большие страхи мы уже пережили. Спасибо нашим военным ребятам, пускай они держатся, мы тоже за них очень сильно переживаем. Мы ждем, что это все закончится. Всегда придут маленькие харьковчане, освободители наши военные, с семьями, с детьми. Мы очень рады будем их увидеть. Я надеюсь, что животные воздадут им ту любовь, которую они заслужили. Пойдемте, я вас проведу. Не надо. Kiedy będzie otwarte? Ну, как только закончится война, так и откроемся. Алло, ты там на месте? Вы видите, мне просто люди подъехали. Dobra. Вот так, как прямо. Я вас там заберу на входе. И, ну, я извиняюсь, ну, честно. Мне... Хорошо. Пойдем.